Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас 30 августа, среда. Очень насыщенный день. Естественно, мы будем говорить в основном о беспрецедентном ударе украинских беспилотников по территории Мордора. Но сначала буквально очень короткая, но важная информация. Я вам рассказывал последние несколько видео о том, как идет гонка за выдвижение кандидата в президенты от республиканской партии. И там на второе место, вроде бы прочно, вышел Вивек Рамасвами. Это самый, пожалуй, твердый и даже единственный по своей оголтелости сторонник Трампа среди 8 претендентов от республиканской партии. Он так это и сказал, что я считаю Трампа величайшим президентом последних столетия, что ли. И клянется следовать по его стопам. Ну и он изложил, естественно, то, что я вам говорил, свою позицию по отношению российской агрессии в отношении Украины. Речь шла о том, что он сдаст Путину все оккупированные украинские территории. Так вот, контрибьютор, то есть который делает какие-то программы или делает комментарии для канала Fox News, Марк Тиссон по этому поводу написал на сайте Fox News. Он написал о своем впечатлении по поводу Рамасвами, его внешнеполитической платформы. Он назвал его, то есть Рамасвами, преступно глупым. То есть его платформа, его высказывания в отношении Украины, России, они настолько глупы, то есть глупость настолько зашкаливает, что граничит с криминалом. А его предложения по внешней политике являются абсолютно дисквалифицирующими. То есть они дисквалифицируют его, по идее, как кандидата в президенты от республиканской партии. То есть такой человек быть там в этой гонке не должен. Что здесь особо обращает внимание? Fox News, я вам говорил, что это единственный общенациональный канал, который долго поддерживал Трампа, но потом Руперт Мердок, которому принадлежит этот канал, поссорился с Трампом, но это опять-таки единственный общенациональный канал, который в подавляющей своей массе поддерживает республиканцев. Собственно говоря, тут ничего нет плохого. Должен же кто-то поддерживать на общенациональном уровне эту старейшую партию. Кроме того, Мердоку принадлежит еще газета Wall Street Journal. То есть вот эти высказывания Марка Тиссона свидетельствуют о том, что Руперт Мердок и вся его империя, она громадна. Помимо вот этих двух СМИ, там еще принадлежит ему масса по всему миру, в том числе в Соединенных Штатах Америки. То есть она дала бой и дает бой не только Трампу, но трампизму в целом. То есть сначала отстреляли Трампа, теперь вот залп по Рамасвами. Ну и из этого можно сделать вывод, что вот эти люди, то есть трамписты, они будут иметь большие проблемы с донесением своей платформы, своих взглядов в ходе предвыборной кампании. То есть им будут предоставлять слово только, так сказать, второго и третьего уровня средства массовой информации, которые мало кто смотрит. То есть я вот расцениваю это высказывание как подтверждение, что Мердок дисквалифицирует трампизм в ходе предстоящих президентских выборов. Но я вам рассказывал месяца 2 назад. Есть у меня одна американская журналистка, знакомая, которая тщательно следит за развитием внешнеполитической ситуации в стране. Так вот, она обратила внимание, что трампизм, он практически проигрывает в ходе последних нескольких выборов. Она имела в виду выборы президентские выборы. Вернее, нет. Она посчитала, что трампизм проиграл на промежуточных выборах, когда Трамп находился midterm election
Трамп находился в Белом доме, затем в 2020 году проиграли президентские выборы, и вот теперь они опять проиграли президентские промежуточные выборы. То есть из этого она делала вывод, что трампизм как явление, по идее, должны исчезать с политической карты Соединенных Штатов Америки. Ну а теперь перейдем к ударам украинских беспилотников. Удар беспрецедентный по размаху, по охвату, по территориальному признаку. То есть были поражены объекты в 6 различных регионах, которые, в принципе, находятся не так близко друг к другу. Самый дальний от Украины – это вот Псковский военно-гражданский аэродром, находится не больше, не меньше 800 километрах от украинской границы. Это важно. То есть это самые массированные удары, это демонстрация новых возможностей, которые приобрели ВСУ за последнее время. На этом я все тоже остановлюсь. И чрезвычайно важно, ну, во-первых, как Украина достигла, как ВСУ смогли осуществить эти удары. И чрезвычайно важно, с моей точки зрения, тот факт, что эти удары нанесены практически одновременно с началом переговоров между Украиной и ее основными союзниками о предоставлении Украине гарантий безопасности на обозримое будущее. Это вот тот израильский вариант, или как оно получится в ходе переговоров, о которых мы с вами говорили. И это как раз те гарантии безопасности, в отношении которых страны G7 на своей последней встрече торжественно пообещали предоставить Украине. Ну, понимаете, если бы это делалось как-то так одной Украиной, то есть представителями только Банковой, или какой-то там ГУР сам нанес эти удары, или СБУ нанесло эти удары, это одно. Можно было бы посчитать, что это самодеятельность какого-то подразделения украинского государства в отдельно взятой стране. Но тот факт, что это практически совпало, вернее, не совпало, а произошло практически одновременно с началом важнейших переговоров, вызывает вопросы, важные вопросы. Но первое. Я не могу себе представить, что этот удар был нанесен без консультации с союзниками. Без того, по крайней мере, чтобы узнать их мнение. Потому что о начавшихся переговорах о них сообщаются уже в средствах массовой информации. Это переговоры, которые, с одной стороны, гарантия безопасности Украины, с другой стороны, это своего рода архитектура, которая должна быть выстроена с обеспечением безопасности Украины, но необходимо заставить убедиться Кремль и Путина в том, что у него нет другого выхода, кроме как принять эти договоренности Украины. То есть должен быть сигнал. И вот, с моей точки зрения, нельзя не расценивать эти удары как своего рода сигнал одновременный Путину, совпавший или посланный одновременно с началом переговоров о безопасности Украины. Как его можно трактовать, этот сигнал? То есть это сильный сигнал. Перед началом переговоров и вообще перед началом наступления в ВСУ, вот этого, который мы сейчас наблюдаем, речь шла о том, что цель состоит в том, чтобы заставить Путина понять, что у него нет выхода, что он не сможет пересидеть, переждать, перетерпеть или выиграть войну на выживание, на истощение у Украины и ее союзников. Но и вот теперь этот удар можно рассматривать как сигнал ему, что, парень, ты никуда не денешься. То есть фактически вся территория твоего государства, мы не берем там дальше, что за Уральским хребтом, а в принципе вся европейская часть государства, то есть там, где расположены центры, основные центры военно-промышленного комплекса, они под ударом. И это стало возможно в связи с большими достижениями в разработках нового украинского оружия, которое имело место в последнее время. Одним из этих видов оружия явилась ракета «Нептун», которая сначала была создана как ракета, которая поражает
морские цели, наводные цели. Этой ракетой был уничтожен, как вы знаете, крейсер «Москва». Затем эта же модель «Нептуна» была переделана в оружие, то есть ракету «Земля-Земля». То есть ее можно было использовать не только как противокорабельную, но и как ракету, которая запускается с Земли. Ну, тут вопрос, насколько это просто. Многие могут посчитать, что это достаточно просто, оказывается, нет. Потому что есть существенная разница между целями на воде, целями на суше. Тут, как пишут специалисты, нужны разные системы наведения. Дальность тоже должна быть разная. Ну и самым большим последним достижением в этой ракете, как это пишут западные источники, стало то, что стала система наведения. То есть она направляется по большей части траектории полета через GPS, а на последнем участке GPS выключается, чтобы ракета стала невидимкой, и включается другая система наведения на борту, которая, грубо говоря, состоит из информации, которая заложена в нее до старта. Это информация, которая позволяет ракете идентифицировать тот объект, по которому она должна нанести удар. То есть то ли там фотография, то ли какое-то еще графическое изображение. И вот она его видит, захватывает и летит уже в цель. Это что касается ракеты «Нептун-2». Ну и теперь надо полагать, что такая же система обнаружения, целенаведения оказалась и на тех беспилотниках, которые использовались для нынешнего удара, сегодняшнего удара. При этом надо иметь в виду, что наносились, как я понимаю, удары в основном беспилотниками. Но надо также полагать, что у Украины есть, и мы с вами об этом говорили, ракеты с дальностью полета практически до 1000 километров, которые обладают теми же самыми системами наведения. Из чего следует, что вся система логистическая Российской Федерации на европейской части страны, командные центры, центры принятия решений, воинские части, базы, аэродромы, предприятия ВПК, все они в зоне досягаемости украинского оружия. И это продемонстрировало сегодняшний удар. Чем он продемонстрировал? Лично для меня. Беспилотники летали раньше, но они как-то так то падали, не долетев, во всяком случае, так враг сообщал, а украинские средства массовой информации, вернее, не украинские СМИ, а официальные источники, они как-то так не уточняли, но из того, что было доступно в открытом пространстве, то врезались в какое-то окно там в башне высотки, то еще что-нибудь, но там не было именно такого удара на уничтожение, как это произошло на этот раз. А на этот раз 4 самолета даже не повреждены, они уничтожены. И вот буквально за 10 минут до того, как я начал запись этого видео, поступило, это уже американские издания, со ссылкой на свои источники, они сообщают о том, что другие самолеты, это помимо 4, продолжают взрываться на этом аэродроме. Кроме того, достаточно четкое, точное попадание было, насколько можно судить по первоначальной информации, по предприятию ВПК, которое связано с производством микроэлектроники. Ну, надо полагать, это та микроэлектроника, которая находит применение в российских ракетах, которыми ударами которых подвергается Украина. Ну и еще один – это удар по не цистернам, а нефти или хранилищу нефтепродуктов. Российская сторона, правда, заявила, что она оказалась пустым, но мы же понимаем ограниченность той информации, той правды, которую российские представители выдавливают из себя
только тогда, когда деваться некуда. Эта цистерна или нефтехранилище горело. Горело ярким пламенем, не таким, которое бывает при пустой цистерне. Таким образом, значит, вся европейская часть под прицелом. Самое главное для меня – это сигнал был. То есть тут очень важно в сегодняшнем ударе – это символизм. Так вот, символом стал вот этот военно-гражданский объект под Псковом. 1000 километров от украинской границы. Сегодня я зашел на Канатчикову дачу или на шестую палату. Соловиный помет называется. Для проверки температуры и нашел эту температуру на критически высокой отметке. Там этот главный сумасшедший бился в подучий. И такое впечатление, это была радиопередача, я его не видел, но такое впечатление, что у него изо рта летела пена. И он изрыгал из своей пасти отдельные вопли. Отдельные вопли. Так вот, значит, о чем были вопли? Кстати, массу разведывательной информации приносят эти вопли, так что спасибо. Спасибо Мордору за то, что имеет таких болтливых пропагандонов. Так вот, оказалось, то есть далеко летели дроны, но траекторию их полета до того момента, пока они не начали наносить удар, хваленные ПВО Второй армии мира не просекли. То есть по-прежнему, несмотря ни на что, уже десятки было предыдущих ударов, ПВО в стране, такое впечатление, отсутствует. И это уже суровый диагноз, который свидетельствует о том, что Боржоми не поможет. Это уже метастазы, это уже летальный исход. Нету у страны возможности каким-то там более-менее в приемлемые сроки создать или воссоздать действенную систему ПВО. Не могут, не то что защититься. Они даже не знают, как по какой траектории летят эти объекты. Это хуже, чем было в Советском Союзе, когда самолет Руста немецкого юноши приземлился на Красной площади. Был переполох, там уволили всех, вплоть до министра обороны. А тут тишина. Потому что начальник Мордора понимает, что болезнь не поддается лечению, ничего нельзя улучшить реально. Первое, система не работает ПВО, можно работать по ней, то есть по Мордору дальше. Второе, поскольку непонятно, откуда же они прилетели, 1000 километров от Пскова до Пскова, от украинской границы, может быть, то есть они считают, что, признать, что они долетели из Украины до Пскова, это значит, вообще расписаться. Какая вторая армия мира? Это Эфиопия, Эритрея. Поэтому начали искать варианты, что это из какой-то третьей страны полетело. На Белоруссию покосились, но оттуда тут же начали кричать, что мы же форпост, защита от НАТО, поэтому у нас там система ПВО работает железно. Мордор вынужден был отказаться от подозрений в адрес Белоруссии, но тогда другие варианты. И вот тут возникает. Первым, значит, вот как я читаю, уже пошли заявления официальных лиц из стран Балтии, которые отвергали, что беспилотники были запущены с их территории. А откуда ноги-то растут? Опять спасибо болтливому соловиному помету. Значит, по его словам, первая информация о том, что беспилотники были запущены из одной из стран Балтии. Там назвали эту страну. Я не буду ее называть, для того, чтобы не вносить смуту ненужную в и так напряженную ситуацию, потому что я считаю, что это чушь. Но, тем не менее, значит, соловиный помет обвинил Турцию, вернее, не объявил. Он сказал, что это турецкие источники сообщили, что беспилотник запущен из одной из стран Балтии. Ну, тут есть на чем подумать, потому что если, кстати, этим должна заняться, я считаю, украинская разведка, если она есть. Потому что вопрос важный, повторяю. Если это сообщила Турция, а Турция, как и любая из стран Балтии, члены НАТО, то есть получается, что Турция
Во-первых, она была в курсе дела этого удара. Во-вторых, она фактически заложила своего союзника по НАТО. Почему заложила? Потому что реакцию Мордора можно было легко предположить. И такой она была, потому что этот соловиный помет, он бился в подучии. Он кричал, что всю Балтию нужно, всех стран Балтии нужно стирать с лица земли. Откуда запускается беспилотник? По тем тактический ядерный удар. И не зря, значит, уже последовало, я сегодня видел, министр обороны заявила Латвии по поводу того, что смешно, никаких беспилотников с нашей территории не запускалось. Короче говоря, вот надо разобраться с этой Турцией. Или же это Турция сказала, тогда это повод для большого разбора полетов в рамках НАТО. Зачем тогда нужен такой партнер, как Турция там, и нужен ли он вообще? Это первый вопрос. Второй, значит, если это не Турция, не было такого источника, и Мордор соврал, значит, это еще одно подтверждение того, что это активное мероприятие или ИПСО со стороны российских спецслужб, каналом которых является соловиный помет, и цель его состоит в том, чтобы вбить клин в отношения между Украиной, другими странами НАТО и Турцией. Потому что в последнее время в Мордоре с прискорбием наблюдают, что Турция взяла какой-то крен в сторону Украины. И не так вот уж хорошо она относится к своему партнеру в лице Путина, а у них буквально на следующей неделе, по идее, должна быть встреча важная. Ну и вот в преддверии этой встречи и могла быть проведена такая операция по вбиванию клина между Турцией, Украиной и ее западными союзниками. Короче говоря, надо этим делом заниматься украинским разведслужбам, потому что это важно. Второй вопрос. Эти же беспилотники кто-то наводил. И тут, якобы, ссылаясь на украинские уже источники, соловиный помет заявил, что это делала Великобритания. Ну и тут поднялся визг, в плане, что надо наносить такой же удар, как по государствам Балтии, такой же удар надо наносить по Туманному Альбиону, ах, эти англичане, им недорог город Лондон там, и так далее. Короче говоря, посыпались страшные обвинения, обещания отомстить уже в адрес Великобритании. Это второй важный вопрос. То есть теперь уже не разведслужбы Украины, которые должны заниматься внешними делами, а СБУ, наверное, должно разобраться, были ли украинские источники, которые публично сообщили, что наведением на цель беспилотников занимались разведслужбы Великобритании. И если это такое было, то надо выявить и жестоким образом наказать, потому что если так вот раскрывать своих союзников, так подставлять их, это, в конце концов, быстро приведет, что союзников просто не станет. Какая страна будет сотрудничать государством? Какая страна будет сотрудничать по наиболее чувствительным вопросам безопасности с государством Б, когда это государство Б тут же его сливает и делает это публично? Я повторяю, это может опять быть активное мероприятие российских спецслужб для того, чтобы попытаться вбить в клин между Украиной и ее союзниками. Короче говоря, вот как ни крути, Мордор в диком возбуждении. Чем больше кричат, визжат и пена изо рта у них, тем больше подтверждений или, проявлений факта, очевидного факта, что по большому счету сделать они ничего не могут. Можно эскалировать ситуацию дальше. Такие удары могут и должны стать регулярными, такими же регулярными, как удары Мордора по объектам на территории Украины. И враг должен понимать, что теперь он с неба не прикрыт. Нету закрытого неба над Российской Федерацией, во всяком случае, над ее европейской частью. И, возможно, вот такой сигнал и был послан Путину
одновременно с началом переговоров Украины со своими союзниками по поводу гарантии безопасности, которые должны стать интегральной частью общего пакета договоренностей, который так или иначе может, по идее, закончить, по крайней мере, нынешнюю фазу войны. Но это так вот, чисто пока гипотетические рассуждения со стороны теоретиков, стратегов в западных столицах, в частности в Вашингтоне. Ну, а тем временем жестким ответом критикам ВСУ из числа неназванных, анонимных военнослужащих, которые я неоднократно подвергал критике в своих последних видео. Так вот, гневным отпором, отлупом этим критикам разразился четырехзвездный генерал Джек Кин, о котором я вам тоже рассказывал. Бывший заместитель начальника штаба сухопутных сил или армии Соединенных Штатов, и он же основатель, духовный отец и наставник известного института изучения войны. Но тут у него по-военному каждый абзац настолько емок, краток и в то же краток по форме и насыщенный, даже я бы сказал перенасыщенный по содержанию, что его лучше цитировать, лучше его не перескажешь. Так вот, он начинает с чего? Что некоторые американские военнослужащие, а это в основном, как мы с вами говорили, это, видимо, там какое-то среднее звено, и они все говорят анонимно и за закрытыми дверями. Так вот, некоторые выражают свое недовольство тем, что Украина ведет контрнаступление. А в связи с этим Кин говорит, что вот эти офицеры, они, судя по всему, возлагали нереалистичные надежды на то, что может достичь одна контрнаступательная операция. В связи с этим этим офицерам и вообще Соединенным Штатам Америки следует сосредоточиться на том, чтобы наиболее эффективно помочь Украине выиграть эту войну, а не болтать, стоя в сторонке, как он изящно выразился четырехзвездный генерал. Но он объясняет, что хотят эти критики, и потом разбирает его на молекулы. То есть эти критики сходятся, и это все началось, вы помните, я подробно разбирал эту статью, когда группа из 6, сначала их было 3, потом оказалось 6, американцы в основном, там поляк был, посетили и провели несколько дней в расположении ВСУ, а потом дали интервью, написали, и пошла-поехала. Пошла-поехала критика отсюда. Так вот, значит, суть состоит, позиция этих критиков в том, что Украина, вернее, ВСУ, не должны рассредотачивать свои войска по всему периметру границ, должны сконцентрировать на одном узком участке фронта. Этот узкий участок фронта в направлении Мелитополя с тем, чтобы перерезать северный сухопутный коридор, ведущий в Крым. И вот туда надо все сконцентрировать, отовсюду еще убрать по возможности и туда долбить. Ну и, как говорит генерал, вот такие советы – это с точки зрения военной науки, ремесла, искусства, это является malpractice. Malpractice – это, как бы вам сказать-то, это не надлежащее использование или ненадлежащий совет. Это неправильная тактика, это в корне неправильные методы лечения болезней. Вот здесь есть такое в Соединенных Штатах есть такое преступление, так оно называется, медицинская malpractice. То есть это когда поставил не тот диагноз, начал лечить не от того, человек заболел и умер, его садят за это. Ну, то есть это почти преступление. И он разбирает это на части. Во-первых, в отношении критиков в целом. На сегодняшний день в офицерском составе или корпусе и генералитете у Соединенных Штатов, да и вообще всего мира, нет офицеров, которые когда-либо разрабатывали операции такого масштаба, которые сейчас проводят ВСУ на всем протяжении 600 миль
на всем протяжении фронта. Эту операцию, он говорит, последний раз такая операция такого масштаба была в Меце во Франции в 1944 году, и проводил ее генерал Джордж Паттон. Это было в 1944 году. Что касается американских войн против Ирака, ну, это было, как сказать, более компактная, гораздо менее масштабная операция, чем чем занимается сейчас ВСУ. И противник был другой у американцев в 1991-2003 году в Ираке, совсем другой. И линия обороны у армии Саддама Хусейна были совсем другие. Он говорит, да, это правильно, надо по возможности сконцентрировать, надо было бы сконцентрировать все силы с тем, чтобы максимально быстро пробиться к Мелитополю, который окружен сильнейшими оборонительными сооружениями, так же, как и Токмак. Но, шутит генерал, беда в том, что россиянам пришла в голову такая же мысль, что украинцы будут это делать. И поэтому они возвели там страшные укрепления. И занимались этими укреплениями в районе Мелитополя, а также в районе Токмака почти целый год, как это пишет генерал. Что делают украинцы в этой ситуации? Они действительно выбрали это основным направлением удара. Но они сдерживают, то есть не убрали и не вздвинули сюда войска с других участков фронта. И за это их критикуют. В частности, самая большая критика, что они не убрали с Бахмута. Так вот, генерал говорит, что если бы украинцы, ВСУ, убрали с других участков фронта, в частности, из Бахмута свои части перебросили в сторону Мелитополя, то это позволило бы врагу, который там сейчас имеет воздушно-десантные силы, причем такие боевые подразделения, они бы тоже их перебросили для защиты Мелитополя. Если бы ВСУ сняли свои части с других участков фронта в той же Запорожской области, передвинули к Мелитополю, то же самое сделали бы вооруженные силы Российской Федерации. И таким образом Украина бы усилила ударную мощь своего кулака, да? Но и Мордор бы усилил там свои укрепления. Поэтому никакого выигрыша в этом деле бы просто не было. Абсолютно никакого. И по мнению генерала, то, что делает ВСУ, это единственный правильный сейчас вариант. Как пишет Кин, давление Украины на всей протяженности фронта лишило русских практически всех значимых резервов, которых можно было перебросить. Но там были последние 2 дня сообщения о том, что какая-то воздушно-десантная дивизия была российская переброшена со стороны Токмака в сторону, вернее, со стороны Бахмута в сторону Токмака. Но тогда, значит, получается, что они там ослабили свои силы, и теперь там можно в ВСУ начинать наступательные операции. То есть у врага, ну, во-первых, у него реально нет резервов, а с другой стороны, Залужный лишил врага возможности перебрасывать резервы из какого-то там участка фронта. И как раз это все привело к тому, в чем-то, собственно говоря, изначально и заключался смысл комбинированной общевойсковой операции, на котором в самом начале еще настаивали представители НАТО. То есть растянуть цепочку защиты врага по всей линии фронта, а потом долбить, находя место наиболее удобное для прорыва. И генерал заканчивает следующим. США заинтересованы в том, чтобы Украина освободила свою землю, свой народ от российской агрессии. Поэтому Америка должна прекратить критику действий ВСУ и сосредоточиться на том, чтобы помочь ей как можно быстрее достичь наших общих целей. Это и является разумной стратегией. Но будем надеяться, то есть, господа, мы с вами подняли вопрос и поставили таким образом несколько видео назад, когда хмул хлынул из страниц Wall Street Journal, New York Times, вот этот мутный поток критики в адрес ВСУ, вялого, так сказать, контрнаступления. На нашей стороне мощная поддержка самых влиятельных, отставных, правда, самых влиятельных
полководцев Соединенных Штатов Америки. Следующий вопрос. Значит, как я вам уже сообщал в самом начале, бьясь головой о стол в подучий, соловиный помет сегодня кричал, что если мы не можем определить траекторию полета к объектам удара украинских беспилотников, то как мы будем бороться с F-16? Что мы будем делать? Патетически восклицал он. Но я пособирал информацию кое-какую по F-16 за пределами того, что обычно обсуждается. Обычно обсуждается, когда они будут. Но тут я собрал немножко больше. Хочу предложить вашему вниманию. Значит, что мы сейчас имеем? В начале месяца ВВС Украины представили список пилотов, которые будут проходить подготовку за штурвалом F-16. 8 из них практически немедленно могут приступать. И будут они практически немедленно привлечены к обучению, как только Нидерланды и Дания решат, быстро подготовят все необходимые условия для этого. Кроме того, всего 32 пилота, значит, 8 это готовы, остальные 20 с чем-то, они направляются в Англию для совершенствования английского языка. И, как я вам говорил, такие высокие требования к языку, они означают, что пилот, который будет управлять в небе Украины F-16, он вместе со своим самолетом будет интегрирован в натовскую систему наведения, обнаружения цели, наведения. Команды будут, вероятно, поступать на английском языке, и в условиях боевых действий он должен знать их на зубок, не задумываясь. Так вот, предполагается, что некоторые пилоты, это, так сказать, лучший сценарий, некоторые пилоты могут быть готовы, то есть обучены управлению F-16 за 3 месяца. Некоторым потребуется до 6. Но тут опять-таки вопрос, что значит подготовлен? Одно дело это уметь взлететь, совершить круг, сесть, это одно дело. Другое дело это ведение боевых действий. Как высказался по этому поводу, по поводу введения участия в F-16 в боевых действиях и тех задач, которые они могут и будут, скорее всего, решать в небе Украины, он высказался следующим образом. Надо сказать, что это бывший командующий, бывший главком НАТО в Европе, и он же начинал свою военную карьеру как пилот, который отлетал свыше 3000 часов на именно F-16. По словам Бридлова, F-16 не будут залетать в воздушное пространство Российской Федерации. Для этого нет необходимости. Но это, в конце концов, опасно, потому что там мощная система армейского или фронтового ПВО, которая предполагается более сильная, чем ПВО территории, по которой как сегодня, спокойно гуляют и летают украинские беспилотники. Хотя это тоже предстоит еще определить. А такая ли это мощная система фронтового ПВО, о которой предполагают, думают в штабах НАТО. Может, это кажется такой же Филькиной грамотной, таким же блефом, как и все остальное, что касается второй армии мира. Но, тем не менее, по словам Бридлоу, задача F-16 будет прежде всего состоять в том, чтобы сбивать крылатые ракеты. Вот здесь они могут быть весьма эффективными. Что касается нанесения ударов по объектам на вражеской территории, во многом все будет зависеть от тех ракет, которые будут поставлены. Вообще они не просто там поставлены самолеты, не просто обучат пилотов, но должна быть обеспечена их интеграция, частью которой является установление на этих самолетах
соответствующих ракет или управляемых бомб. Ну вот есть ракеты распоряжения Соединенных Штатов Америки, которые могут летать на расстояние до 1000 километров. По мнению экспертов, эта ракета называется JASSM. Американцы вряд ли передадут эту ракету в связи с опасениями, что они могут быть использованы для нанесения ударов по территории России. Ну, будем посмотреть, во всяком случае. Но, значит, с другой стороны, они могут быть оснащены управляемыми ракетами, вернее, управляемыми бомбами малой дальности. Но тогда для нанесения ударов по объектам на территории врага, на линии фронта буквально, им надо слишком близко подходить к линии фронта, и они тогда становятся или могут стать объектом ударов со стороны авиации и ПВО противника. Ну, короче говоря, вот такая вот ситуация. Поэтому, видимо, для наиболее эффективного использования F-16 надо у американцев просить и вот эту ракету JASSM, иначе в качестве прифронтового истребителя многоцелевого самолета F-16 он в значительной степени теряет свой смысл. Кроме как еще одна возможность для поражения крылатых ракет. Но, по мнению Бридлоу, и с этим мнением согласны все остальные эксперты, которых я читал, поставка F-16 будет иметь огромное значение для поднятия боевого духа ВСУ, будет иметь большое значение для, наоборот, опущения этого духа у Мордора, деморализации, назовем это проще. И, наконец, это будет начало, то есть мощный сигнал и начало строительства новых вооруженных сил Украины в соответствии, значит, с концепцией НАТО, полный переход на натовскую систему вооружений, которая будет защищать Украину уже после окончания этой фазы войны, возможно, урегулирование. То есть это то, что может и должно прикрывать Украину, когда будут подписаны соответствующие договоренности. Но пока они будут подписаны, должны быть достигнуты определенные цели на поле боя, но в том числе должны быть посланы соответствующие сигналы в Кремль. Таким образом, значит, вот эта поставка F-16, она является одним из трех элементов. Вот, поставка F-16. Затем удары сегодняшние беспилотников по Мордору и начало переговоров Украины с гарантами, потенциальными гарантами безопасности. Все это, значит, подается в едином пакете. Теперь, значит, поставка. Одно дело это даже подготовить пилотов, поставить самолеты. То считается, что самое быстрое по времени Украина может начать получать эти самолеты в течение ближайших 6 месяцев. Раньше никак не получается. Это, так сказать, оптимальный вариант. И будут они приниматься партиями. То есть не сразу есть 61 самолет, который потенциально могут передать Голландия и Дания. С Голландией там вообще проблемы, потому что у них примерно 24 самолета. Из них они могут выделить, то есть свободные, где-то 22. Остальные у них, то ли они двуместные используются для подготовки пилота, то ли они 8 самолетов обещали продать какой-то частной американской компании, которая их использует в качестве самолетов противников для воздушных учений, воздушных боев. Ну и самое главное, вот рубеж. Эти самолеты смогут быть начнут их поставлять параллельно с тем, как американцы будут поставлять свои F-35 Дании и Голландии. Первую эскадрилью F-35 Голландия должна получить во второй половине следующего года. Эскадрилья по их, значит, составу, по натовскому, это 24 самолета. В Украине, если я не ошибаюсь, это 12. Ну, то есть, вот
так вот получается, что в течение следующего года партиями они будут поступать в Украину. Специалисты говорят, что это хорошо, что партиями. Потому что поставить их – это одно дело. И пилотов подготовить тоже, там 3 месяца или 6. Но понадобятся годы по утверждению экспертов для того, чтобы развернуть соответствующую инфраструктуру, а самое главное – подготовить техников, обслуживающий персонал, который будет обслуживать и вообще работать с этими самолетами на земле. Потому что, первое, их придется все время ротировать, перемещать между различными аэродромами на территории Украины, как это делается сейчас ВСУ в отношении своих МИГов, для того, чтобы, значит, Мордор не знал, то есть их все время надо перемещать. Кстати, такую тактику предприняли еще вьетнамцы во время войны против Соединенных Штатов Америки, когда они стреляли из своих зениток по американским самолетам. Американцы молниеносно пытались подавить эти точки, но их уже там не было. То есть они со скоростью звука перемещали свои зенитки. Ну вот нечто подобное, кстати, говорят, ВСУ очень блестяще просто овладело этим мастерством. То есть соответствующие аэродромы, перемещение между этими аэродромами самолетов. Для этого надо огромное количество персонала, который этим будет заниматься. Ну и, наконец, подготовка техников, которые будут обслуживать самолеты. Это, говорят, займет годы. Поэтому на начальном этапе, как предполагается, придется прибегнуть к помощи, как они это называют, гражданских контрактников. Гражданских контрактников. То есть не американских солдат в сапогах или бутах, а гражданских контрактников, которые будут помогать обслуживать эти самолеты и обеспечивать всю логистику, инфраструктуру для их эксплуатации. И вот это то, что займет больше всего времени. Ну и, наконец, еще один важный вопрос. Это стоит немало денег. И деньги на это будут браться, как предполагается, президентом Байденом из известного нам источника, который называется DPA, или Presidential Drawdown Authority. Это право президента запускать свою руку в арсенал Пентагона, на склады, и брать оттуда то, что нужно в экстренном порядке, по крайней мере, якобы экстренном порядке, минуя разрешение Конгресса. То есть от Конгресса не надо разрешения на использование вот этого права. Но это не значит, что оно не ограничено по сумме. То есть раньше, когда только началось, после начала российской агрессии, когда Соединенные Штаты в экстренном порядке начали выдавать помощь Украине, право президента, DPA, вот это право, оно не могло быть поставлено на сумму свыше $100 миллионов. Потом эту сумму, если я не ошибаюсь, увеличили до $200 миллионов. Сейчас я не помню точно, какая это сумма. Надеюсь, что больше $200 миллионов, но она не бесконечна. Не бесконечна. Поэтому рано или поздно понадобится вмешательство Конгресса и утверждение, значит, очередного пакета помощи. Но считается, что это крайне необходимое мероприятие, которое пользуется поддержкой на международном уровне союзников по НАТО. Поэтому, значит, есть все основания полагать, что все это будет осуществлено в ближайшие 3-6 месяцев. Вот позвольте на этом закончить это видео. В следующем видео я рассмотрю еще один важный компонент вот этого пакета или, так сказать, арсенала, при помощи которого наносится удар и по объектам, и по мозгам руководства Мордора. Это начало переговоров между Украиной и ее основными союзниками о предоставлении ей гарантий безопасности в случае завершения войны, так или иначе, против Мордора. Ну и в заключение, как всегда, дорогие друзья, слава Украине, ее вооруженным силам. Враг будет разбит. Победа будет за нами.
А вам, дорогие друзья, как обычно, выдержки, мужества и твердой веры в нашу неизбежную победу. До новых скорых встреч!